Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму шалкеров, которая вырабатывает около 300 панцирей в час. Ну что ж, перейдем к ферме. Для начала следует сказать, что нужно выбрать место недалеко от спавна. Также нужно обратить внимание на биом, в котором вы собираетесь строить ферму. Такие биомы, как пустыня, саванна и джунгли, не подходят, так как снеговики будут умирать здесь. Для постройки этой фермы вам понадобятся эти ресурсы. Сначала нужно подняться на 3 блока над землей и построить портал 19 на 19. Затем отступаем от портала 1 блок и строим стену из любых твердых блоков 17 на 17. В моем случае я выбрал стекло. Затем мы строим через один блок такой же портал 19 на 19 и повторяем процесс, пока у нас не выйдет 5 порталов и 5 стен. Затем мы идем к центральному порталу, находим его центр, который располагается в 8 блоках от рамок портала. Отсчитываем 8 блоков. Именно этот блок и есть центр портала. Для начала ставим 4 обсидиана. Затем ставим 3 полублока, как на видео. Тут мы ставим кнопку. Затем, как на видео, ставим 3 ступеньки. С другой стороны ставим 2 ступеньки, а на них блок. Ставим рычаг, который будет включать ферму. Затем спрыгиваем на обсидиан и простраиваемся 3 подмостками и ставим ступеньки, как на видео. Ломаем подмостки и ставим под себя 3 обсидиана. Затем нам нужно поставить тут всех снеговиков. Используем все тыквы и весь снег, который у нас есть, и закрываем их люком, как на видео. Затем становимся на люк и ставим 3 подмостка. Разворачиваемся и ставим ступеньки, как на видео. Забираемся на ступеньку и ломаем подмосток. Затем разворачиваемся и ставим 2 подмостка. Запрыгиваем на подмосток и ставим еще 5 ступенек. Прыгаем на одну сторону и ставим еще 7 ступенек. Спрыгиваем к обсидиану и ставим еще 5 обсидиана. Ставим флаг. Достраиваемся из обсидиана до уровня ступенек. Затем ставим тут люк. Кнопку. Выливаем воду в люк. Достраиваем обсидиан и становимся на люк. Нужно записать эти координаты. Затем нужно поджечь один из порталов и зайти в него. В аду мы ломаем портал и поднимаемся к бедроку. Затем находим блок на 127 высоте с помощью F3. И вот этой вот характеристики, targeted блок. Ставим 3 лестницы, забираемся, зажимаем вперед и прыжок. Берем Ender Pearl и кидаем его. Тут мы берем те самые координаты и делим их на 8 с закруглением вниз. У меня получились эти координаты. На этих координатах мы поднимаемся на 10 блоков вверх и ставим портал, как на видео. Затем с каждой стороны от портала ставим по 2 полублока в верхнем положении. Затем с одной стороны простраиваемся на 7 полублоков и на конце ставим песок душ. Запитываем его с помощью рычага, ставим 5 энергорельс и на конце ставим активирующие рельсы. И затем ставим рычаг. Активируем его и ставим перед рельсом песок душ. Затем идем обратно и ставим полублоки таким образом. Тут ставим песок душ. Тут будут храниться шалкеры, которых можно будет быстро перевести на ферму, если каким-то образом основной шалкер подохнет. Затем тут ставим вагонетку и ставим кнопки на всем портале. Берем люки и застраиваем выход. Сначала с одной стороны, потом с другой. Поджигаем портал. Затем ставим еще 5 полублоков в противоположном от хранилища шалкеров направлении. Также ставим кнопки на этой стороне портала. Ставим тут сундук и направляем в него воронки. Затем ставим тут горшки и на них ставим лодки. Ставим тут временные блоки. Садимся в лодки и доводим их до упора до земли. Затем спрыгиваем с них и застраиваем их таким образом, песком душ. Ломаем землю и проверяем с помощью F3 плюс H, на месте ли хитбоксы лодок. Они должны совпадать с краем блоков, как на видео. Затем ломаем тут блоки и падаем под сундук. Таким образом формируем хранилище и ферма почти готова. Кстати говоря, портал, из которого мы будем выходить из ада, должен быть минимум в 25 блоках от портала на ферме. Затем мы с помощью компаса находим место спавна. Кстати говоря, оно всегда расположено в углу Northwest. Чтобы точно удостовериться в том, что вы нашли нужный блок, проверьте его со всех сторон, как на видео. Обозначаем, что это нужный блок и ставим рельс не через него, как на видео, а рядом с ним. Я допустил ошибку, которая по итогу оказалась легко исправить, но лучше таких ошибок не допускать. Также нужно оградить это место любыми блоками. Прокладываем рельсы до фермы, как на видео. Сверху мы ломаем один блок обсидиана, прямо возле перегородки, и ставим блок, который будет останавливать вагонетку. Снизу нам нужно поставить 8 подмостков, прямо под дыркой. Затем мы ставим тут активирующие рельсы и включаем их с помощью рычага. Затем ставим вот таким образом 2 липких поршня и активируем их также с помощью рычага. Затем нам нужно перенести сюда шалкеры. Да, понимаю, делается это очень непросто, но именно для этого мы и строили ферму возле спавна. В энде нам нужно построить возле портала рельсы. Ставим активирующие рельсы и запитываем их с помощью рычага. Также нужно заставить все возле рельс. Продолжаем рельсы до портала. Когда вы найдете в энде город возле портала, нужно будет построить рельсы до этого самого портала из города. На месте мы заставляем выход, чтобы шалкеры не тупыхались. И ломаем тут блоки. Затем ставим их тут и ломаем еще один блок тут. Ставим энергорельсы, запитываем их и отправляем вагонетку прямо к шалкеру.
Чтобы его безопасно толкать, нужно использовать вагонетку с печкой и засовывать правой кнопкой мыши в нее уголь. Затем, когда шалкер приехал в первый портал, мы заходим в него, и так как мы подготовили рельсы заранее, шалкер уже сам поедет. Ставим вагонетку с печкой, чтобы этот шалкер точно доехал, и когда он телепортируется, запрыгиваем в портал. На спавне нам нужно будет снова засунуть его в вагонетку. Так же, как и в прошлый раз, ставим вагонетку с печкой и запитываем ее углем. Затем, как шалкер приехал, мы аккуратно убираем подмостки и нажимаем на рычаг, чтобы шалкер оказался внутри фермы. Не забудьте убрать все, что осталось после транспортировки шалкера. Также не забудьте поставить блок обсидиана, который мы сломали сверху. Осталось только поджечь порталы и все. Ферма готова. Чтобы ферма заработала, нам достаточно нажать на рычаг, который был позади фермы. По моим подсчетам, за час она вырабатывает 300 панцирей. Обязательно напиши в комментариях, какую ферму хочешь увидеть следующей. Кстати говоря, идею для этой фермы мне предложили во вкладке сообщества, так что можешь писать свои идеи под отдельным постом. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Ублюдок ебаный, блять.